Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Объясняю задачу. Надо сшить полотно, обратную сторону лоскутной подушки размером 45 на 45 сантиметров. В моем распоряжении есть куски, образцы мебельной ткани. Очень хорошо, что все они в бежево-коричневой гамме. Ширина у них 25 сантиметров, а длина примерно 30. Но на всех образцах есть следы термоклея, и эти места лучше вообще не использовать. В общем, экзаменов не будет, все билеты проданы. Все образцы режем на полоски шириной 10 сантиметров. Стараемся максимально использовать полезную площадь. Я раньше уже работала с мебельной тканью, шила большое покрывало и подушки. В описании под видео вы найдете ссылку на плейлист, где можно посмотреть эту работу. Но каждый раз в каждой работе я все равно шью по-своему, и всю технологию приходится продумывать заново. Полоски у меня получились разной длины. Для начала будем их соединять в длинные ленты. Но, сами понимаете, ткань плотная мебельная. Если ее просто прошивать, то получатся очень толстые швы. Поэтому будем соединять все через бейки. Ширина беек 3 сантиметра. Ну куда ж я без помощницы? Швейная машинка Юника от компании Effective. Складываем лицом к лицу большую деталь и бейку и прошиваем. Если позволяет длина бейки, то гирляндой на нее, на бейку, нашиваем и следующую деталь. Весь процесс шитья управляется кнопочками. Мне казалось, что это сложно, но быстро привыкла. Вообще к хорошему быстро привыкают. Пришитую бейку отворачиваем, к ней приставляем следующую деталь. Следите, чтобы цвет лоскутков, близко лежащих, не совпадал. Так шьем и шьем, соединяем между собой все детали. Обратите внимание, ширина бейки 3 сантиметра. При этом по 7 миллиметров с каждой стороны уходит в шов. Когда разворачиваем сшитые детали, то на изнанке они лежат ровно рядышком. Друг на друга они не заходят. На лицевой стороне ширина бейки 1,5 сантиметра. Готовые полосы раскладываем в предварительном порядке. Соединять мы их будем также через бейки. Притом, сначала лучше, когда будем делать предварительную раскладку, смотрите длину этой нужной нам заготовки. Вообще, самый лучший способ запомнить день рождения жены – это один раз его забыть. Посмотрите, вот такой блок у меня получился. Похож на кирпичную кладку. Сделала я его с запасом 50 на 50 сантиметров. И еще выполнила одну операцию. Бейки по лицевой стороне дополнительно отстрочила. Хочу сделать застежку на пуговицах. Для этого надо подвернуть один край широкой двойной подгибкой и приготовила еще одну полоску для планки. На ней с одного края сделаю тоже двойную подгибку, но немножко поуже. Объемная роза будет на лицевой стороне подушки. А на большой детали обратной стороны размечаем места для петель. Петли для пуговиц на швейной машинке Юника делаются очень просто. В специальную лапку для петель вставляем пуговицу. Это подсказка для машинки,
какой длины прошивать петлю. Меняем лапку. Опускаем вниз специальный ограничитель. А затем на панели управления стрелочками выбираем нужный нам вид петли. На этой машинке их 9. Опускаем иголку в начало петли. Потом опускаем лапку и нажимаем на кнопочку. И машинка сама прометывает петлю. После завершения работы она останавливается, а мы нажимаем на кнопочку «Обрезка нитей» и можно шить следующую. Остается только подрезать торчащие нитки, а потом в начало петли поперек шва втыкаем иголку и аккуратно прорезаем петлю. Проверяем, проходит ли пуговица. Складываем вместе лицевой стороной обе детали подушки. Вы помните, что деталь для обратной стороны я сделала немного больше. Это хорошо. Лишнее всегда можно обрезать. Следите, чтобы не захватить в шов планку с петлями. По краю заготовок проложили строчку. А теперь можно наложить маленькую планку и тоже ее пришить. После этого выравниваем и подрезаем края. Срежем уголки и внутренние швы обработаем зигзагом. Это я не стала показывать на камеру. Уже посчитала, что это излишнее. Остается только вывернуть нашу подушку и пришить пуговицы. Ну, ветер в голове попутным не бывает. Даже и не знаю, какая сторона мне нравится больше. Лицевая с объемной розой или обратная с каменной кладкой. Как та обезьяна не знала, куда ей, к умным или красивым. Напишите в комментариях, какая сторона вам понравилась больше. Потому что по законам жанра должно быть что-то одно. Или розочки-розочки, или камни и кирпичи. Ну, вы смотрите сами. Выбирайте, какой вариант хотите, такой и шейте. Сделать женщину счастливой очень легко, но дорого. Мне сын сказал, что это как будто цветок пробился через камни, через все препятствия и зацвел. Короче, уходя, гасите всех. Я пошла готовить новый мастер-класс, а вы пишите комментарии, подписывайтесь, обязательно нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!